Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. Меня зовут Артур. В сегодняшнем ролике разберем компанию Prudential Financial, сравним ее с конкурентами, выделим конкурентные преимущества. Обо всем по порядку. О компании Prudential Financial. Компания работает в США, Азии, Европе и Латинской Америке. Компания предоставляет клиентам различные продукты и услуги, включая страхование жизни, аннуитеты, пенсионные услуги, паевые инвестиционные фонды и управление инвестициями. Как видно, бизнес компании довольно-таки диверсифицирован. Компания имеет офисы в 40 странах, расположенных в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Ближнем Востоке и Африке. Компания имеет под управлением более 1,5 триллиона долларов в управлении. Она торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PRU с 2001 года. Компания доступна для покупки российским инвесторам и трейдерам. Что касается сектора Financials, в котором работает компания Prudential Financial, то он довольно-таки обширен, а именно страхование жизни, в котором работает данная компания. У нее много конкурентов, но в первую очередь хочется отметить, это сектор Financials занимает 5-ю строчку в индексе Standard & Poor's 500, и его доля в секторе чуть более 10% от общей массы индекса. Если мы посмотрим на сайт Fortune 500, это 500 компаний с наибольшей выручкой по всему миру за 2019 год, то мы здесь увидим конкурента в названии MetLife. В данном ролике мы сравним эти две компании. Что касается роста сектора за последнее время, то если мы берем в расчет 1 год, то сектор вырос примерно на 16%, индекс S&P 500 вырос примерно на 16%, а сектор Financials находится в убытке порядка 5%. За 5-летний период индекс вырос на 82%, а сектор Financials на 50%. За 10 лет индекс вырос на 190%, а сектор Financials на 120%. То есть, как видно, индекс обгоняет сектор Financials, в котором находится данная компания. Если же мы сравним конкретно индустрию страхования жизни, то здесь мы видим примерно схожую картину. То есть, если мы берем в расчет 1 год, то S&P вырос на 15%, а сектор упал на 15%, а компания Prudential на 19%. Если же мы берем в сравнение две компании, MetLife и Prudential, то в данном разрезе компания MetLife за год упала на 10%, за 5 лет на 2%, а за 10 лет она выросла примерно на 4%. То есть не такой уж-то и ростовой актив, он скорее дивидендный. Что касается компании Prudential, то здесь картина немножко получше, попозитивнее, но не так сильно, как хотелось бы. Да, действительно, у компании высокие дивиденды, она их платит ежеквартально, но цена акций за год упала на 20%, за 5 лет упала на 4%, а за 10 лет акция выросла на 32%. Помимо этого, она еще давала дивидендную доходность неплохую. Что касается мультипликатора цена-прибыль, то этот показатель означает время окупаемости ваших вложений денег в акции компании. По компании Prudential на сегодняшний день этот показатель составляет в районе 8, но имея отрицательные продажи за первое полугодие 2020 года, связанные с коронавирусной инфекцией,
за 9 месяцев мы имеем PE равным нулю. Данный показатель, конечно, негативный, так скажем, но в отношении форвардного PE, то есть отношение текущей цены компании к прибыли в будущем периоде, то этот показатель равен в районе 7. Безусловно, это диапазон, так скажем, до 15 это хороший диапазон к покупке. По компании MetLife PE равен в настоящее время в районе 8, это ниже средней индустрии, которая равняется примерно 13. Что касается форвардного PE по компании MetLife, также ожидается прибыль, а именно форвардный PE в районе 7,5. То есть в настоящее время 7,6, на будущий период это 7,5. Обоим компаниям в этом отношении можно поставить плюсик, но в компании Prudential не такой однозначный. Все-таки компания первого полугодия находилась в убытках. Что касается показателя капитализация выручка, это рыночная капитализация, то есть стоимость компании делить на доход или объем продаж. Это показатель ваших вложений к выручке компании за год. По компании Prudential этот показатель равен 0,51, что является меньшим средней по индустрии. По компании MetLife данный показатель 0,6, также является меньше средней по индустрии. Это хороший диапазон к покупке. Далее мультипликатор цена-балансовая стоимость, так называемый ПБ. Это отношение рыночной цены акции к ее балансовой стоимости. То есть этот показатель демонстрирует нам привлекательность приобретения актива, то есть насколько компания справедливо оценена по отношению к ее покупке. В настоящее время Prudential Price to Book равен 0,46, по компании MetLife 0,57. То есть эти параметры меньше единицы, и непосредственно данной компании торгуются с неким дисконтом по отношению к своей балансовой стоимости. Средняя медиана по индустрии равна единице. Что касается долга к собственному капиталу, то это отношение заемного капитала к собственному капиталу можно определить как показатель финансового рычага компании, рассчитанный путем деления ее долгосрочной задолженности на собственный капитал. По компании Prudential это равен 0,3. По компании MetLife данный показатель равен 0,21. То есть обе компании заслуживают уважения, у нее не так много долгов, то есть она эффективно использует финансовый рычаг, берет деньги в долг и с помощью этих денег хорошо развивает свой бизнес. Значит, обе компании находятся в хорошем диапазоне к покупке, то есть этот показатель от 0 до 0,5. Средняя медиана по индустрии равняется 0,24. Обоим компаниям можно поставить плюсик. Следующий показатель, который мы рассмотрим, это свободный денежный поток, то есть отношение рыночной стоимости компании к денежным потокам от операционной деятельности минус капитальные затраты. То есть этот параметр показывает нам, какой объем средств остается в распоряжении компании и может быть направлен на выплату дивидендов, обратную выкуп акций и ее развитие. По данному мультипликатору, что касается компании Prudential, он равняется 1,8. Это меньше, чем средняя по медиане по данной индустрии 7,9. По компании MetLife также данный показатель меньше, чем средняя медиана по индустрии, и он равен 3,6. По данному параметру можно поставить плюсики обоим компаниям. Что касается дивидендной доходности, а именно дивидендных выплат, по компании Prudential дивидендная доходность равна 5,75% или $4,4 годовых на одну акцию. Компания платит ежеквартально свои дивиденды. По компании MetLife дивидендная доходность чуть ниже, она равна в районе 4%, и в годовом эквиваленте это $1,8. Компания также ежеквартально выплачивает дивиденды. Что касается роста дивидендов, то
компания Prudential 12 лет подряд ежегодно увеличивает свои дивиденды примерно на 10-12%. По компании MetLife она 8 лет подряд увеличивает свои дивидендные выплаты, и этот показатель из года в год примерно равен 5-6%. Что касается дивидендовой устойчивости, а именно коэффициента выплаты дивидендов, то он показывает, какой процент от прибыли компания направляет на дивиденды. По компании Prudential это в районе 45%, по компании MetLife это в районе 30%. По обоим компаниям можно поставить плюсик в отношении их дивидендной устойчивости. Что касается рентабельности собственного капитала, то этот процент, под который в компании работают средства акционеров. То есть, если ROE равен 10, это означает, что на каждый вложенный вами доллар компании сгенерировало 10% чистой прибыли. То есть, по компании Prudential ROE в отрицательном значении. Это означает, что, как было упомянуто выше, компания первого полугодия закрыла в убытках. Соответственно, на данный момент рентабельность отрицательная. У компании MetLife все-таки рентабельность в районе 8%. Это средний диапазон покупки. Естественно, рентабельность собственного капитала выше у компании MetLife. Что касается прибыли на акцию. Прибыль на акцию EPS за 9 месяцев по компании Prudential отрицательная, да, и это на 104% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть, как было упомянуто, прибыль компании за полгода отрицательная, соответственно, ожидания компании по EPS на будущие периоды 2020 год это в районе $3 на акцию, 2021 год $10 на акцию, 2022 год $13 на акцию. То есть такой, как видите, прирост значительный на трехлетку. Но я бы с такими прогнозами, уж больно оптимистичными и позитивными, был бы несколько осторожен. Что касается компании MetLife, то здесь все довольно-таки в нейтральном положении. То есть за 9 месяцев прибыль на акцию составила $6, что на 18% меньше, чем годом ранее. И EPS на будущий период 2020 год $5,6 на акцию, 2021 год $5 на акцию, 2022 год $6 на акцию. Что касается выручки. Выручку можно определить как сумму денег, которую компания получает от своих клиентов в обмен на продажу товаров или услуг. Выручка – это верхняя строка отчета о прибылях и убытках, из которой вычитаются все затраты и расходы для получения чистой прибыли. По компании Prudential выручка растет из года в год. Это, естественно, позитивно сказывается на ее котировках и на ее объемах продаж. То есть все хорошо у компании развивается. Но за последние 9 месяцев все-таки выручка она составила $60 миллиардов, что на 6% меньше, чем годом ранее. По компании MetLife выручка также за 9 месяцев составила $65 миллиардов, что меньше, чем на 4%, чем годом ранее. Но если смотреть динамику показателя с 2006 года, то выручка у обоих компаний растет. Что касается показателя чистая прибыль, чистая прибыль может быть определена как чистая прибыль или убыток компании после учета всех доходов, статей доходов и расходов. Чистая прибыль по компании Prudential за 9 месяцев составила минус $65 миллионов, что на 100% меньше, чем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То есть компания в 2009 году, в 2013 году была в минусе. И в данное время она тоже находится в минусе. То есть компания имеет такой некий цикличный бизнес. И вообще, наверное, эта сфера больше цикличная, потому что мы по компании MetLife также наблюдаем примерно в 2009 году отрицательную чистую прибыль и в 2017 году отрицательную чистую прибыль. Это возможно и связано и со структурой управления компанией, с приобретением
активов, с ее развитием, стратегическими какими-то возможностями и так далее. Что касается чисто маржинальности и коэффициента покрытия процентов по долгам, текущая маржинальность, маржа чистой прибыли может быть определена как чистая прибыль, как часть общего дохода от продаж. Значит, маржинальность отрицательная, чистая маржинальность отрицательная по компании Prudential. По компании MetLife все-таки она больше в плюсе, 8,9. Маржинальность она выше, чем средняя медиана по индустрии. Что касается коэффициента покрытия процентов по долгам за счет операционной прибыли, у компании Prudential данный показатель равняется 4,62. Он меньше, чем средняя медиана, которая равняется 11,8. По компании MetLife коэффициент Interest Coverage равен 8,4. Он несколько ниже, чем средняя по медиане, но все-таки он более такой приближен к средней точке по индустрии. Что касается собственного капитала, нам важно, чтобы собственный капитал рос из года в год, и мы можем это видеть на данном графике по компании Prudential и MetLife. Собственный капитал у этих компаний растет. Что касается обратного выкупа акций или доп. Эмиссии, то по компании Prudential идет обратный выкуп акций ежегодно, ежеквартально. Компания выкупает свои собственные акции. Это позитивно сказывается на ее котировках и стоимости. По компании MetLife также мы видим ежегодный, ежеквартальный обратный выкуп акций. Что касается прогноза и EPS и, так скажем, план факту, да, по компании Prudential. Как было упомянуто выше, на будущий период компания ожидает прогноз 2,51, $2,5 на акцию. Если мы посмотрим статистику с 2016 года, с конца 2016, начала 2017 года, то все-таки ожидания компании, они примерно были равны или даже чуть-чуть больше, чем она прогнозировала. То есть, да, были моменты, когда EPS по факту был меньше, чем прогноз, но все-таки процент того, что план будет равняться факту даже больше, он все-таки выше. Это касается и по доходу. Прогноз и доход, он все-таки здесь больше сбывается, да, то есть те прогнозы, которые дает компания, она их выполняет. Что касается доходности акций с учетом реинвестирования дивидендов, если мы берем в расчет обе компании, берем 18-летний период, если мы купили компанию в 2001 году, так скажем, Prudential, и реинвестировали дивиденды, полученные от данной компании, то мы получили бы дивидендовую доходность, а общую доходность портфеля порядка 412%. Естественно, это хороший показатель, это хорошие проценты, и более чем в 2 раза они выше, чем показатели компании MetLife. Всего, значит, 9,44% был бы возврат на капитал. Что касается институциональных инвесторов в отношении Prudential, берем в расчет 4-й квартал, то продаж было больше, чем покупок. В настоящее время наибольшим количеством акций находится у компании Russell Investments, 0,06% от общего фонда. Значит, компания в 3-м квартале 10% от своего фонда этих акций продала, да, и мы все-таки здесь видим, в 4-м квартале покупок было меньше, чем продаж. Что касается инсайдерской информации, то за последние 10 лет инсайдеры Prudential продали акции на сумму более 119 миллионов долларов и купили на сумму чуть больше 2 миллионов долларов. Значит, по компании Prudential в 4-м квартале не было продаж, но были зафиксированы небольшие покупки. Что касается инсайдерской информации, то за последние 10 лет инсайдеры Prudential продали акции на сумму более 119 миллионов долларов и купили на сумму чуть больше 2 миллионов долларов.
Значит, по компании Prudential в четвертом квартале не было продаж, но были зафиксированы небольшие покупки 4 декабря 2020 года. Что касается хедж-фондов, да, то здесь можно увидеть небольшой интерес к акции компании Prudential в третьем квартале и в четвертом квартале текущего года. Да. Интерес был вызван тем, что компании покупали на таких низких отметках, да, по которым она торгуется в данный момент, и были зафиксированы сделки по данным хедж-фондам, то есть их было больше, этих сделок, чем продаж. Что касается мнения аналитиков, то аналитики сходятся к такому мнению, что в предстоящий год цена акций будет в таком же примерно боковом движении, торговаться в районе $78, наибольшая точка $88 за акцию. Таким образом, существует 10 рейтингов держать компанию, 3 рейтинга покупать, в результате чего консенсус прогноз держать данную компанию. Что касается новостей, FlexGuard, это, так скажем, одно из подразделений Prudential Financial, достигает рекордных $1 миллиарда продаж менее чем через 6 месяцев после запуска. FlexGuard достигает менее чем через 6 месяцев после запуска и делает его самым продаваемым продуктом в своем роде когда-либо, в зависимости от продаж аннуитета по данным Института безопасности пенсии. Вторая новость — это Proven Capital запускается как независимая венчурная компания в партнерстве с Prudential Financial. Значит, глобальный многоступенчатый венчурный фонд под руководством Рамника Гупты инвестирует $300 миллионов в трансформационные стартапы в области страхования, финансовых услуг, недвижимости, цифрового здравоохранения и корпоративных технологий. То есть компания развивается, она инвестирует в новые стартапы, непосредственно есть куда расти, есть к чему стремиться. Что касается доли сектора Financials в моем портфеле, как было упомянуто выше, значит, доля сектора Financials в индексе S&P 500 занимает 13% от общей массы портфеля. Значит, в моем портфеле доля сектора Financials равняется 8% от общей массы портфеля. Значит, что касается текущих цен компании Prudential, она торгуется по $75 на акцию. Значит, я ее приобретал в районе $63 на акцию, и, как мы можем увидеть, компания отскочила от своих верхних границ в районе $80 и направляется к своим справедливым отметкам, к диапазону, так скажем, покупки в районе $70 и нижний диапазон, то есть диапазон, который приемлем к покупке, в районе $60-65. То есть компания в настоящее время торгуется чуть выше, и, конечно, хотелось бы небольшую коррекцию по данной компании. Друзья, на этом будем завершать обзор данной компании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, какие обзоры компании вы хотели бы увидеть в будущих роликах. Всем удачи в инвестициях, пока!